Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Меня зовут Антон. Еще 5 лет назад мы не были с ним знакомым, но в будущем я буду выглядеть как он. А в прошлом я выглядел как Катя. И это наша история. Очень трудно и долго найти человека с болезнью Геттингтона, который согласится рассказать свою историю. Так как очень много людей у нас закрыты от общества, я не один год искала того, кто бы это мог сделать. И наконец-то я нашла такого человека, им стал Антон. Я была безумно счастлива, что он сдержал свое слово, действительно принял участие в проекте, действительно не побоялся, потому что у нас, и люди бывают разные, там пообещал и не сдержал слово, но Антон оказался не таким, он у нас человек слова, он ответственно подошел к делу. То есть мой папа по симптоматике был даже немножко похуже выглядел, чем Антон. Он хуже передвигался. И я не могла с ним спокойно гулять. То есть папу постоянно останавливала полиция, проверяла, трезвый ли он. Постоянно увозили в отделение, не пускали в общественные места. У меня был один случай, когда меня водитель не захотел, везти. Я ехал в академию на маршрутке, и он решил, что я нарко. И поэтому меня даже не пустил внутрь машины. Как общественница давно хотела сделать проект, который бы рассказывал истории таких людей, обществу о том, что вообще есть такая проблема толерантного отношения к таким людям с такими физиологическими возможностями. И я решила сделать фотовыставку, которая бы рассказывала истории этих людей, но потом пришла уже и мысль сделать видеоисторию, так как картинки это одно, а видео передает, конечно, все глубокости героев по-другому. И я начала искать людей с болезнью Геттингтона, у которых уже есть проявления. Но было очень много отказов, люди боялись уходить из зоны комфорта. По пальцам одной руки можно пересчитать вообще героев, которые снимаются в России с его проявлениями болезни. И с точки зрения борьбы, конечно, тоже, потому что очень много пациентов сидят дома, не выходят. Надо все-таки брать себя в руки, выходить из зоны комфорта. Это тяжело, все мы через это проходим, все мы любим себя пожалеть. Но для того, чтобы что-то изменилось, первый шаг должен быть от вас. Мы с ним как-то прошлись по полосе здоровья. Это было в Кольцово, да? Верно, Юля? Я помню. Да, в Кольцово мы с ним прошлись по полосе здоровья, на которой я не дошла до конца. Умерла 3 раза. 3 раза садилась на лавочку. Мне было физически тяжело с моим состоянием здоровья. А он даже ни разу нигде не присел. То есть я его ходила, догоняла. Такой парень оказался непростой. Казалось бы, он должен, отдыхать, но на самом деле все наоборот. Я за ним бегала на этой полосе здоровья. Когда я увидела на съемке, как он плавает в бассейне, как он занимается йогой, какие у него там уже асаны, я хочу так же, как он, плавать, тоже ходить на йогу. В 2018-м я впервые выиграла грант Росмола, в рамках которого я должна была сделать фотовыставку о людях сильнее обстоятельств. Также мы должны были рассказать видеоистории данных участников. И у меня было большое желание найти людей с редкими заболеваниями, с болезнью Геттингтона, так как я сама именно с этим диагнозом. И это уже такое свое родное, да. Но люди отказывались. То есть они боялись даже свою фотографию разместить, хотя, казалось бы, что там такого страшного. Для меня в этом не было никогда ничего такого страшного, да, разместить свою фотографию. Я никогда с своей стороны это не понимала. Люди отказывались, к сожалению, и я долго не могла найти этого героя. И потом уже так сложились обстоятельства, что у нас есть пациентская организация «Редкие люди», которая проводит школы для пациентов и врачей по России. И на одной из таких школ в Новосибирске я познакомилась с Антоном.
Вот, он сразу проявил активность в том, что вообще пришел на такую школу, далеко не все туда ходят, а они очень действительно полезны, информативны. И там я уже там, как бы по оставленным контактам позвонила ему и предложила поучаствовать в фотовыставке. Честно, я была шансов, что он согласится, ставила 0. Потому что особенно обычно, там, если какую-то активность проявляет, то это все-таки больше девушки. Вот. А чтобы парень согласился, вот прям вообще прям думала, очередной отказник будет, но нет. Его история заинтересовала, сказал, да, я хочу сфотографировать для выставки. Катя пригласила меня поучаствовать в этой выставке. И это помогло мне потом перестать бояться о себе рассказывать. Я тебе спокойно, не только на фото, но и на видео, могу спокойно рассказывать все, что угодно. Люди, увидев наши фотографии, помогут понимать редких людей чуть сильнее. Я поначалу очень долго не рассказывал никому о своей этой проблеме. Нюанс. Вот, но после того, как я с Катей познакомился, я стал уже открыто о себе рассказывать. Не только на работе, но и вообще везде. Проект «Сильнее обстоятельств» рассказывает о людях с редкими заболеваниями, знакомит их с нюансами жизни и знакомит общество с тем, что проявление таких заболеваний может быть обычным. Я думаю, что проект должен помочь к тому, чтобы люди обычные знали о таких людях, и мы могли с ними спокойно жить. Этот опыт важен не только для меня, но и всем другим людям из редких, которые могут поучаствовать дальше. Люди смогут понять, что обстоятельства могут, даже если что-то сильно плохо произошло, могут от этого избавить. Быть сильнее обстоятельств, которые у них есть. Он у меня спросил, какая есть профилактика при болезни Геттингтона, какой должен быть образ жизни. Спрашивал брошюрки, спрашивал какие-то приложения. То есть я ему давала кучу информации, которую получала сама на конференциях, которые была в Москве по болезни Геттингтона. Вот. И на мое удивление, это все было не мимо ушей. То есть я ему написала про йогу, про бассейн, вот это все, что вот мы обсуждали. И потом он где-то через месяц, да, я с ним созваниваюсь как раз, чтобы обсудить все вот эти организационные моменты, и узнаю, что он уже через месяц он уже ходит на йогу и бассейн. То есть он даже долго и не думал над этим всем процессом. Взял и сделал. То есть там не ждал понедельник. Просто взял, собрался и сделал. Я была удивлена. Думаю, надо же, какой прям редкий кадр. Действительно, далеко не каждый это возьмет, так сразу и пойдет сделает. Мой диагноз Харая Геттингтона. Я очень долго жил, как обычный человек. Даже не знал, что будут какие-то проявления в неврологии. Поначалу у меня никаких симптомов не было. Я ходил как обычно. И около 5-7 лет назад появились первые симптомы. Я начал ходить немножко криво, но было непонятно, в чем причина моего диагноза. Потом оказалось, что у меня Харая Геттингтона. Я очень долго искал, то есть в итоге наверное, около года я пытался найти причину. Плюс на работе почти все врачи, поэтому они еще сами заметили, что у меня как-то все странно было. Получается, я внутри головы думаю, что я хожу ровно, но на самом деле всегда рандомно куда-то уходят белки внутри головы, которые больше обычного.
И за счет этой неправильной конформации оказывается, что они просто забивают настоящие сигналы и хуже уходят из мозга. Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Плюшников Сергей Анатольевич. По образованию я врач-невролог и являюсь ведущим научным сотрудником научного центра неврологии, расположенного в Москве. Болезнью Геттингтона я занимаюсь практически всю свою сознательную научную жизнь. В этом центре я работаю почти уже 30 лет. И данным заболеванием я занимался еще в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию в 1998 году и продолжаю им заниматься. Под моим наблюдением в настоящее время находится свыше 600 пациентов. Это пациенты из различных регионов нашей большой страны, большинство, конечно, из Москвы и Московской области. И, собственно, вот это заболевание является одной из основных тем, которыми мы занимаемся в нашем научном центре неврологии. И, в частности, занимаюсь я, являюсь сотрудником 5-го неврологического отделения, которое носит еще неофициальное название нейрогенетического отделения. Оно всегда так называлось. В нашем центре мы занимаемся наследственными и дегенеративными заболеваниями нервной системы. Если говорить немножко более подробно о болезни Геттингтона, то это одно из самых частых наследственных заболеваний нервной системы. Это болезнь головного мозга. Она передается от обоих родителей, от папы и от мамы. Причем передается с вероятностью 50% потомкам. И заболевание заключается в том, что у пациентов, которые наследовали патологический ген этого заболевания, постепенно развиваются непроизвольные движения, насильственные движения, которые очень мешают пациенту, его инвалидизируют. Эти движения носят беспорядочный характер, могут возникать практически в любых мышцах, и они называются хореей. Поэтому данное заболевание в течение многих лет называли хореей Геттингтона. А описал это заболевание американский врач Джордж Геттингтон. Он его описал в 1872 году. Наблюдал большое количество семей на острове Лонг-Айленд, который находится недалеко от Нью-Йорка, и вот сделал такое блестящее описание этого заболевания. И в дальнейшем доктора во всем мире описывали все новые и новые случаи этой болезни, которая в свое время считалась крайне редкой. Потом выяснилось, что оно достаточно распространено. И вот в 90-е годы прошлого уже века, 20 века, был описан ген этого заболевания. Ген, который получил название HTT. Этот ген кодирует синтез белка геттингтина. И при развитии очень специфической мутации в этом гене синтезируется дефектный белок геттингтин. То есть в норме этот белок нам нужен для того, чтобы развивалась нервная ткань, для того, чтобы наши нервные клетки могли устанавливать между собой контакты, проводить нервные импульсы, ну и для, так сказать, многих других нормальных физиологических процессов. При синтезе вот такого видоизмененного белка он приобретает токсические свойства для клеток головного мозга, для подкорковых структур мозга, и эти клетки постепенно входят в состояние дистрофии и погибают. Вот, собственно, при значительной гибели этих клеток и развивается нарушение движений у человека, возникают непроизвольные движения, но самое главное, что при этом заболевании также страдает интеллект, страдает психика, могут развиваться многочисленные психические расстройства. И это заболевание, к сожалению, неуклонно прогрессирует.
И человек может им болеть в течение 15-20 лет. Пока никаких препаратов, которые могли бы приостановить хотя бы на некоторое время развитие этого заболевания, не существует в практике. То есть проводится много исследований, но все препараты, которые сейчас существуют для симптоматического лечения, они лишь поддерживают состояние больного. Вот такое тяжелое, неприятное и во многих случаях даже, скажем так, драматически текущее заболевание, которое передается с равной степени как мужчинам, так и женщинам. Антон к нам пришел больше 15 лет назад в институт. Я с ним, что называется, горе не знал, как минимум лет 5. Он выполнял все очень четко и быстро. Конечно, мы работали вместе, и все было хорошо. Это заметили в дирекции. И он работал непосредственно с директором. Какое-то время там все было хорошо. Но потом постепенно, появилось такое мнение в дирекции, что Антон ленится. Я предложил забрать Антона обратно в лабораторию. Но потом мы стали замечать, что что-то с Антоном не так. Приехала наш хороший друг из Москвы, и она ему поставила диагноз по походке. Мы проверили, оказалось, что да, действительно, у него этот синдром. Но симптомы нарастали, и, по сути дела, ему пришлось сменить образ жизни, пришлось расстаться с машиной. Объем работы он стал выполнять меньше, но он не мешает и помогает, действительно, в некоторых моментах серьезно помогает. Мне уже невозможно проводить какие-то тонкие эксперименты, которые связаны с координацией рук, потому что я исходный биолог. У меня там кандидатская диссертация по молекулярной биологии защитна. Раньше я мог делать эксперименты своими руками, а теперь не могу этого. Не могу попросить параллель работать с микроскопом. Это невозможно для меня сейчас. В итоге я просто для того, чтобы сохранить работу, я делаю какое-то количество отчетов, потому что попадать в клавишах я научился хорошо. Большую часть людей помогаю, входят в какие-то мои сложности, и получается очень хорошо. Я, наверное, начну издалека. Я Антона знаю лет 10, наверное. В какой-то момент я заметил, что Антона немного покачивает. Через некоторое время это все усилилось, и Антон поделился, что да, есть такая проблема, это болезнь и редкая. Голова-то у него работает, поэтому для общения это не мешает никоим образом. Самое главное, что Антон не теряет присутствие духа и очень, очень твердо и взвешенно подходит. Может быть, сказывается образование медицинское, биологическое, может быть, еще что-то. Он очень трезво осознает свои возможности, да, то есть именно поэтому я ему не боюсь говорить честно то, что вижу, как ухудшается положение или улучшаются какие-то моменты. И он к этому относится здраво и борется с этим. То есть это очень хорошо. Это очень большой пример жизнелюбия. На самом деле не всякий человек способен и готов бороться, когда его настигает такое. Отказывает организм, который всегда был верен. Поначалу шло по накатанной. Сначала было слабое покачивание, потом все хуже, потом неконтролируемые движения руками. Положение не ухудшается, начиная с какого-то момента, когда он начал активно заниматься и йогой, и плаванием, и ходьбой. Это вызывает очень большое уважение у меня. Неважно, на самом деле, что с ним будет в дальнейшем. Мое отношение к нему вряд ли изменится. Мы с ним друзья, и мне хочется, на самом деле, пожелать ему выздоровления. Или я верю в чудо, я не знаю. В общем, должно быть хорошо все. Ничего в нашей дружбе, в наших взаимоотношениях не изменилось абсолютно. Мы как общались, так и общаемся. Стараемся еженедельно, если есть такая возможность, встречаться. И наша дружба как была, так и остается. Для нас даже нет никакого разделения на до и после, по большому счету. То есть мы к этому не относимся как к какому-то переломному моменту или чему-то такому. Спросил, каким спортом нужно заниматься.
чтобы максимально улучшить качество жизни. И в итоге просто начал потом заниматься почти всем, что мне переписали. Это сказать врачи. И получилось, что потом уже сейчас уже стало известно, что значит спорт, он одинаковый полезен вместе с приемом таблеток. Скандинавская ходьба. Гуляю достаточно много просто пешком. Йога. Есть еще дополнительные тренировки для мозга. Так что у меня специфическая работа, это постоянно тренировать. Движения стали лучше, проще, с какой-то периодичностью. Я стал ходить просто ровно. Раньше это было очень тяжело. Я начал плавать около 3 лет назад. После того, как в Москве была командировка с редкими людьми, мне сказали, что бассейн – это один из спортов, который помогает, просто качество жизни увеличить. То есть бассейн помогает везде и во всем. Сам по себе около 3 лет назад первый раз пришел заниматься. Поначалу было ужасно тяжело, потому что мышцы были не тренированы, я был очень слабый. Но со временем мышцы научились, и я теперь уже могу просто хотя бы плыть. Стараюсь 3 часа в неделю плавать. Каждую неделю, пока бассейн получается 12 раз туда-обратно плаваю. За 2 года, что я хожу в этот бассейн и вижу вас, вы меня только подталкиваете. Все, только благодаря вам я хожу сюда. И я просто восхищаюсь им, да, его силой воли, то, что он ходит, постоянно плавает, да, то есть не боится никаких препятствий, преодолевает их, и молодец. Я так вам хочу сказать, молодец. Антон занимается у меня уже 3 года. За это время я хочу сказать, что при его заболевании у него нет ухудшения. В понедельник, среду и пятницу он приходит ко мне на йогу, это 1,5 часа занятий. И после этого остается еще на функциональную тренировку. Здесь мы учим концентрироваться и очень много упражнений, которые задействуют как раз мышцы живота и спины, что помогает удержать баланс, сохранить. Главное, мне кажется, при этом диагнозе сохранить очень позитивный взгляд на жизнь, понимаете, и как-то организовать свою жизнь. То есть у Антона это есть. В любом состоянии можно быть счастливым. Найдите что-нибудь, что принесет вам удовольствие в контексте спорта. Там буквально можно, допустим, где-то там гулять вокруг. И в итоге, если это понравится, потом на выходе получится гораздо проще жить. Хорошо, что у меня есть друзья, которые остались со мной на протяжении всех времен. Я раньше был женат, но в тот момент, когда симптомы стали очень жесткими, они переехали в Крым. Сыну будет безопаснее вне от меня, в другом месте относительно меня. Мы продолжаем с ними общаться. Все хорошо, комфортно. Я рад, что у меня есть сын, есть какие-то вещи. Все будет хорошо, если вы этого захотите. А делать это уже можно как угодно. Или спортом, или мозгами. Не важно. Это ваш выбор. В нашей стране люди боятся сдавать анализ за болезнь Геттингтона, так как они будут понимать, что их будущее очень сильно изменится. И не исключено, что все закончится тем, что они станут обузой для родственников. И именно эти первые мысли посещают людей.
На последних стадиях человек не может сам себя обслуживать, он лежит в постелях. Например, мой папа уже последние 2 года, то есть это был 50-летний мужчина с мыслями, с поведением 3-летнего человека, так скажем, 3-летнего ребенка. Все, что он говорил: хочу есть, хочу пить, хочу кушать, все его базовые потребности. Вот. Поговорить с ним как дочка с отцом уже было невозможно. То есть разум взрослого человека уже его покинул. Сколько я общаюсь с Антоном, он всегда где-то подсознательно напоминает моего папу. Они с ним даже где-то схожи внешне. То есть мой папа тоже был такой светлолицый, такой добрый, легкий на контакт. Они очень схожи типажом. И когда смотришь на его симптомы, конечно, сразу вспоминаешь и то, как это все было у отца. Мой папа уже 50 лет похоронен тут, в Новосибирске. Мне этот город особенно важен. И Антон тоже, получается, так. Из-за этого особо нравится с ним общаться, потому что сразу, когда вижу его, вспоминая о папе, хочется дообщаться то, что не дообщалась с папой. Помочь как-то, объяснить где-то что-то. Потому что когда папа был жив, у нас не было так много информации. Действительно. То, что мы знали в то время и сейчас, это 2 большие разницы. Я очень надеюсь, что у Антона все будет хорошо, что он будет дальше за счет своей упертости тормозить болезнь, что все-таки его упорство возьмет верх, и его мотивация поможет другим людям не падать духом, работать над собой. Неважно, в каких социальных условиях находятся. Главное, чтобы было желание это делать. Меня он заразил своим упорством. Надеюсь, других тоже. У нас была первая встреча с редкими людьми. Когда я только еще первый диагноз получил, еще не было понятно, как его лечить и что дальше делать. Вот. Катя оказалась на первой встрече в больнице, где собирали врачи наши, просто редких людей. Вот. Она в тот момент уже, кажется, была сняла свой ролик, и поэтому с моей точки зрения это было вау. Человек открыто полностью о себе рассказывает. Получается, Катя была первым из редких, кто меня научил этой открытости. То есть даже вот тот мой фильм, который сейчас есть, тут уже нету никаких, этой недоболовок. Я рассказываю все 100% информации. Вот, начиная с представления и потом про эту болезнь. У нас с Антоном абсолютно одинаковые диагнозы. То есть болезнь Геттингтона передалась мне от папы, и в будущем я буду выглядеть как Антон. Раньше у него не было таких социальных проблем, которые есть сейчас. И вот здесь наши истории очень тесно переплетаются. В прошлом я не ощущал симптомов. У меня было примерно такое же состояние, как у Кати. Вот. Я раньше особо даже ничего не замечал. Долго водил машину, ездил на работу. Благодаря тому, что у нас одинаковые диагнозы, мы почти все думаем одинаково. Я рад, что еще в прошлом году я не был уверен, что Катя будет продолжать мои спортивные идеи
Вот, но сейчас оказалось, что она уже год играет. Ну что, значит, в этом у себя в городе весь комплект занятий. И теперь тоже всем занимаем. Есть моменты, в которых она меня помогает, есть в которых я ее помогу. Все-таки, когда ты видишь человека с болезнью Геттингтона, того, кто тебя понимает, это все-таки совершенно другая атмосфера. Ну, ты действительно как родной человек, как будто начал всю жизнь знаешь. Действительно, это прям большое счастье. А когда он еще и соглашается на твои активности, поддерживает, когда вы с ним еще одинаково социально направлены, это прям двойное везение, и я очень благодарна. И слышу, что так оно сложилось. Катя организовал замечательное сообщество «Сильнее встретить». С помощью его я первый раз узнал, что я мой редкий. После этого был на нескольких конференциях. Она честный человек. Всегда, когда что-то делает, идеально получает. Она проводит акции, фотовыставки про редких людей. Но сильнее всего меня тронула сегодня акция, в которой детям давали подарки, которые они сами хотели. Я там участвовал сам. Мне кажется, еще несколько лет и лекарство от нашего заболевания уже будет найдено. И тогда те люди с моим диагнозом смогут пройти вообще без каких-то проблем. Может, у них даже таких, как у меня, симптомов не будет. Просто пройдет им мимо. Сейчас очень важно у европейских компаний и вообще у фармкомпаний быть первыми, чтобы создать лекарства по болезни Геттингтона. Очень много компаний за нас борются, и это как бы действительно так. Я видела на конференциях выступления этих людей, которые давали надежду на то, что действительно, ребята, вот-вот что-то должно уже стрельнуть. И если повезет, даже стрельнет не один продукт. То есть абсолютно огромное число людей работает над тем, чтобы у нас все было хорошо. И надо в это верить. Здравствуйте, меня зовут Кубышкина Ирина Юрьевна. Это мой ребенок Аврора Сергеевна. Нам 4 годика скоро будет. С Катериной мы познакомились в ее организации «Сильнее обстоятельств». Это организация, которая помогает людям с редкими заболеваниями. На Новый год она организовала подарки, и дочь стала обладательницей новой кроватки, чему очень-очень благодарны. Спасибо большое Катерине за то, что она объединяет такое большое количество людей, организует волонтеров, делает жизнь редких людей как обычный, как равный равному и, наверное, вытаскивает из болота, так сказать. Мне кажется, это хорошо. Когда ты помогаешь кому-то, кто не может этого сам сделать. Лично мы с ней познакомились года 2 назад на одной из акций, которые она организовала. Это была новогодняя акция совместно с Барнаул-22 сообществом, где мы получали подарки. Ее проекты очень важны как и для нас, участников этого сообщества, так и для остальных людей, обычных. Благодаря Катиным проектам, например, такие как фотовыставки редких, мы не закрываемся в себе, а выходим, так сказать, на люди, не боимся о себе рассказать, не боимся сказать о своих диагнозах, либо о диагнозах своих детей. Также не боимся их показать. И чтобы люди знали о нас и поддерживали нас. Катя создала этот проект, потому что сама в жизни сложно. У нее были трудности, которые она пыталась решить. И теперь с помощью проекта
другие люди смогут решить те же проблемы. Марку установили диагноз в отделении генетики города Томска. Мы, конечно, находились в такой ситуации, что никого вокруг не было, то есть диагноз редкий. Ну вот, посчастливилось нам познакомиться с Катей. Как раз это перед Новым годом в 2020 году произошло. С этого знакомства у нас началась такая счастливая, так скажем, жизнь, общение с семьей, с нашей дружной, большой. Участвовали в акции фотовыставка, видеоролик про наш диагноз сняли. Также идет общение, то есть она очень отзывчивая, добрая, целеустремленная. Очень мне это нравится, что она, в принципе, ведет вперед. И мы ее очень любим, наша сердечная жизнь. С Катей Лимаевой мы познакомились около 3 лет назад. Тогда впервые я узнала о Кате, кто она такая, чем она занимается. Мы участвовали в акции «Редкие среди нас». То есть люди с орфанными редкими заболеваниями. Был концерт в парке «Лесная сказка». Мой ребенок с редким заболеванием, фенилкетонурия, тоже приняла участие там. Познакомилась, кроме Кати, с другими людьми, у которых тоже редкие заболевания. Мы с ними общаемся, с этими людьми. Общаемся с Катериной, участвуем, я не скажу, что во всех проектах, которые она организовывает, но по мере возможности мы стараемся участвовать в проектах, которые Катя организовывает. Конечно, Катя сильный человек, молодец. Объединяет нас не только в городе, в крае, в стране. Мы общаемся с людьми, с которыми познакомились, внутри города. Тесно общаемся с теми, которые живут в нашем городе, встречаемся. Те, которые живут не в нашем населенном пункте и даже не в нашем регионе, с ними мы, конечно, тоже можем переписываться, что и делаем. Совет, какой-то поступок, какое-то действие, допустим. Помогаем друг другу советом, делом, улыбкой. И за все это большое спасибо нашей Кате. Нет, даже несколько лет назад я увидела впервые сюжет. Это был как раз сюжет о Саше Лощинине, что ему купили коляску. Вот. И познакомилась лично с Катей. Большую работу делает для больных. Она всех их собирает. И муж у нее очень хороший мужчина, он помогает ей в этом. У нас, в принципе, в крае про редкие заболевания не очень многие люди знают, поэтому это, конечно, дело очень нужное. Хотелось бы, чтобы быт был максимально соответствующим ее заболеванию, потому что я вот впервые, собственно говоря, от Кати узнала про ее заболевание, тоже такое заболевание тяжелое, сложное. И паллиативное, конечно, к концу жизни, это, конечно, это такое страшное заболевание, чтобы были силы заниматься деятельностью ее, которой она сейчас занимается. Хотелось бы, конечно, чтобы все это осуществилось, чтобы она это успела осуществить, ну и как можно больше сохранялась у нее ясность разума. 6 лет назад, 24 года, моя жизнь очень сильно изменилась. Я была на работе, у меня началось кровотечение, и меня привезли вот в это здание, провели ряд анализов и вынесли, что у меня опухоль. Я улыбалась, я была спокойно, радостная, потому что мне не казалось, что это страшно. Проснулась я после операции в реанимации, и тут я понимаю, что что-то не то. У меня в левой стороне дырочка в коже, и стоит прозрачный мешочек на тот момент. Это стояла колостома, но тогда я даже не понимала, что это. Я уговорила одного из студентов показать мне мою карточку. Вот, и там я увидела это слово «рак сигмоидной кишки». И тогда меня просто хлынуло потом. Долго ревела, долго молилась. Химия проходила тяжеловато, стали выпадать волосы. Я стала не туда приезжать. У меня ухудшилась память, у меня ухудшилась координация. Пока я ходила на курсы химиотерапии,
Я сдала диагноз и узнала, что у меня болезнь Геттингтона. Я не знала, что заболевание генетическое. У моего папы был тяжелый диагноз болезнь Геттингтона. То есть заболевание проявлялось тем, что он был похож на наркомана, шатающаяся походка, замедленная речь, не пускали в магазин, не пускали в автобусы. У меня и так рак, у меня еще и болезнь Геттингтона. Я не понимала, за что это, почему я вообще такая проклятая. И тяжело все это было. Опять-таки пришли плохие новости со стороны онкологии. Рак был злокачественный, мне нежелательно беременеть. Метастазы могут пойти везде. И вот уже после этих новостей, когда я сказала мужу, что точно болезнь Геттингтона, да, будет, и что его запретили детей, вот тогда он у меня плакал, реально плакал. Жили себе спокойно, и вдруг скорая увозит Катю. Сутки нет никаких новостей, я на панике. Тяжело было это осознать. Я каждый день приезжал к ней в больницу, узнал я на второй день, что у нее рак. Этот момент мы пережили с горем пополам, и как раз все еще предстоит в будущем. И при болезни Геттингтона я видел, с чем я столкнусь, и знаю, с чем я столкнусь, я уже к этому готов. Я все это осознал, и я понял, что несмотря на все болячки и все, что там есть, мы будем вместе. Подбодрил муж, что он был со мной рядом. Если бы его не было рядом, возможно, бы это все как-то пошло бы в другую вообще наклонность. Я всегда была как-то социально активной, вот мы всегда в каких-то социальных мероприятиях нашего города участвовали. И ко мне подошел мужчина, он сказал, что с моей социальной активностью мне нужно побывать на молодежном форуме АТР. Придя на форум АТР, я еще не восстановилась. У меня была рассеянность, я постоянно где-то терялась. Тут прихожу к эксперту, к Алексею Арбузову. Но я вообще не знала, что такое грант на тот момент. И он посмотрел, говорит, зачем тебе это надо? И я ему рассказала, что у меня у папы болезнь Геттингтона, что мы не можем с ним нормально гулять, вот, что у меня такое же неизлечимое заболевание, что это все ждет меня. Рассказала, что у меня была еще онкология, и что вот хочу рассказывать, что несмотря на все вот эти тяжелые обстоятельства, человек может не сдаваться и двигаться вперед. Вот, и я ревела в этот момент, я сидела и ревела. Я его, честно, ненавидела на тот момент, потому что он меня довел до слез. Но он вывел меня из зоны комфорта. Благодаря Алексею я приняла себя такой, какая я есть. После АТР я разместила пост о том, что ищу людей с редкими заболеваниями, чтобы создать сообщество, так как я понимала, что я не одна. Нас должно быть таких много. И люди стали подтягиваться. Она не может сидеть просто на месте. Ей надо что-то делать, где-то участвовать, кому-то помочь. Если у нее что-то не получилось, она попробует сделать это же, но по-другому. Не сидит она на месте, и благодаря этому у нее все получается. Когда ты что-то отдаешь, не знаю, я даже не могу объяснить. Но это реально легче. Благодаря тому, что меня вовремя поддержали, когда в самый страшный момент в моей жизни, когда я узнала про 2 диагноза, во мне этот внутренний огонь зажгли. Теперь я стремлюсь также помогать другим, чтобы все то, что для меня делали люди, было не зря. Когда я узнала об этом диагнозе, я вообще не думала, что такое может быть, что я буду не одна. У нас теперь семья. И мы друг друга поддерживаем. И будем продолжать в том же духе. Я поддерживаю во всех ее начинаниях, во всех стараниях. Она создала сообщество, которое помогает людям, поддерживает их. И она вкладывает в это очень много сил, очень много своего времени. И ей тоже нужна очень сильная поддержка со стороны близкого человека. Мы по-другому говорим, и мир для нас другой. И потому в себе храним испуганную боль. И я не смогу научиться обманывать и грубить, а сердцу стучит, стремится мир безответно любить. Есть мама и моя сестра, без них ни единого дня. Не выжить мне даже в квартире, ведь это чужая земля. Мы просто другие, мы живем на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине. Нам себя уже не изменить, и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять.
Большое спасибо, что просмотрели наш фильм. Желаю всем быть сильнее обстоятельств.